Что такое электроэпиляция? У многих девушек, и не только девушек, возникает вопрос, как избавиться от волос навсегда. И реально ли это вообще сделать так, чтобы сделать курс каких-то процедур, и волосы никогда в жизни больше не росли? Сейчас я про это расскажу. Я Лидия Милова, Зеркало Эпила, и я уже 9 лет занимаюсь эпиляцией, а именно электроэпиляцией. И это, сразу спойлер, единственный способ удаления волос навсегда. Да-да, такая чудесная процедура есть, когда делаешь курс процедур и забываешь про волосы на всю оставшуюся жизнь. Итак, что же такое электроэпиляция? Это удаление волос за счет воздействия на зону роста волоса высокочастотного электрического тока. Простыми словами, делается маленький электрический импульс, в зоне роста волоса ставится микроожог, зона роста волоса удалена, волос оттуда больше не растет. Так работает электроэпиляция. Чтобы было еще понятнее и наглядно, я покажу сейчас видео, оно появится на экране, и тут показан наглядно процесс электроэпиляции. В каждую пору, в каждый волосной канал вводится тоненький электрод иголочка. Это не больно, у нас в коже есть готовые отверстия, и маленький электрод входит туда абсолютно без ощущений. Далее делается импульс, маленький электрический импульс, по ощущениям напоминающий укус комара, волос спокойно вытаскивается, и все, из этого места волос больше не вырастет. На мой взгляд, это абсолютно гениальное изобретение, оно было придумано более 100 лет в медицине для удаления вросших ресничек, а какая разница, какой волос, ресничка это или волос на ноге или на попе, структура одна и та же, и раз можно удалять реснички, придумали удалять волосы этим же методом на всем теле, чтобы избавиться от нежелательных волос. Но наверняка у вас все равно остаются сомнения, а точно ли навсегда, не вернутся ли волосы потом, как после лазера. Нет, здесь все объясняется достаточно просто, как это все устроено. У нас есть ограниченное количество волосяных фолликул, и новые во время жизни не появляются. Это как ограниченное количество пальцев, либо зубов. Если мы выдернули зуб, на его месте другой не вырастет. То же самое и с волосами. Если мы не просто выдернули волос, а разрушили то место, откуда волос растет, то из этого места волос уже не вырастет больше никогда. А так как новые волосы в течение жизни не появляются, то значит мы остаемся без волос. Сюда же относятся вопросы про гормональные сбои, беременность, прием витаминок, усиливающих рост волос. Да, на те волосы, которые у вас остались, которые есть на теле, на голове, где-нибудь еще, это будет влиять, но на те волосы, которые мы удалили, их просто нет, они не вырастают. Это как, например, отбеливание зубов. Вы можете отбелить, сделать лучше те зубы, которые у вас есть, но на те зубы, которых у вас нету, ничего не будет. То же самое и здесь. Ни гормональный сбой, ни беременность, ни прочие факторы не влияют на то, чтобы волосы выросли заново, потому что им просто неоткуда расти, как зубу, которые удалили. А в чем подвох, спросите вы? Такой прекрасный метод, наверняка у него есть какие-то побочные эффекты. Но тут вы тоже ошибаетесь, потому что побочных эффектов нету, потому что электроэпиляция полностью безопасна. При электроэпиляции происходит исключительно тепловое воздействие, просто тепловой ожог. Это как, например, обжечься сковородку. Вредно для организма? Конечно, нет, если не сильно. То же самое и здесь. Никакого вреда для организма это не несет, естественно, в руках хорошего мастера, который не испортит вам кожу, но об этом я расскажу в следующих видео. И предугадывая следующий вопрос, а все ли волосы можно вообще удалить электроэпиляцией, на всех ли зонах или есть какие-то исключения? Нет, исключений нет, абсолютно любые волосы, абсолютно любая кожа, толстые волосы, тонкие, светлые, темные, кожа светлая, кожа темная, кожа с веснушками, абсолютно любая кожа и абсолютно любые зоны. Да-да, вы правильно поняли, любые зоны, в том числе глубокое бикини, абсолютно полностью. И про стандартные зоны, подмышки, верх бикини, живот, ноги, руки, лицо, я вообще молчу, это само собой разумеется. Да, это действительно звучит как волшебство, универсальный способ удаления абсолютно любых волос на теле и навсегда не вернуться никогда. И тогда возникает вопрос, а почему же не все люди, не все девушки им пользуются, почему вообще про этот способ не так много известно, как про тот же лазер, депиляцию и так далее? Ответ тоже простой, это достаточно кропотливая работа, вы видели по видео, что нужно обработать каждый волосок, это длительная процедура, у нас 1000 волосков на всем теле, и это занимает много времени. И в какое-то время действительно стал очень популярен лазер, который вытеснил все другие методы с рынка за счет простоты и дешевизны. Мастеру это взял ручку, научился за 5 минут, стал, обработал клиента, заработал денег, а для клиента это пришел на 5 минут и вроде как все готово. Но потом выяснилось, что лазер не убирает волосы навсегда, как это громко обещали там еще лет 5 назад. И клиенты снова продолжили искать способы, как можно удалить волосы навсегда. И сейчас электроэпиляция набирает все больше обороты, больше людей про это узнает, появляется больше
хороших мастеров, потому что если взять ситуацию там года 2 назад на бьюти-рынке, то мастеров, делающих электроэпиляцию качественно, так, чтобы не сжечь вам всю кожу, было очень мало. Сейчас таких мастеров становится все больше, и это тоже способствует тому, что люди приходят на процедуру. Если вы откроете Google и вобьете слово электроэпиляция, то вы, наверное, удивитесь, потому что в Гугле эта процедура будет выглядеть как пытка. Вам покажут сожженную кожу, вам расскажут про безумную боль, но на самом деле все обстоит немного иначе. В руках хорошего мастера вы не почувствуете ничего более чем комариные укусы, и ваша кожа будет в полном порядке. И, кстати, это один из факторов, почему многие девушки не приходят на процедуру, потому что есть страх. Страх, что останешься без кожи, страх, что это будет дико больно, но, как я уже сказала, это мифы, не имеющие ничего общего с правильной процедурой, и я подробнее расскажу об этом в следующих видео. А пока пиши в комментариях, какой вопрос про электроэпиляцию интересует именно тебя, и я сниму видео на эту тему. Подписывайся и до встречи в следующих видео.